Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике я расскажу вам про проект, который позволит вам скоро зарабатывать на ваших личных данных. Данный проект называется Itium. Отвечая на вопрос, что это, вкратце можно сказать, что это первая в мире децентрализованная платформа, которая превращает ваши личные данные в класс активов с высокой степенью торгуемости. То есть сейчас всякие Instagram, Facebook и прочие разные другие компании вообще ничего не платят пользователям, данные которых они собирают, а потом на основе их интересов делают успешный маркетинг и зарабатывают миллиарды долларов. Так вот, эта компания предоставляет инструменты для того, чтобы эти данные могли продаваться, упаковываться во всякие NFT, чтобы ими можно было обмениваться, и все это на основе блокчейна и децентрализованного управления. Официальная страница данного проекта выглядит таким вот образом. Ее адрес itium.io, но есть еще другая страница. Она называется Meta Open Code, и как вы видите, она очень похожа на настоящую. Здесь мы можем видеть, что листинг 10 апреля на Binance и то, что можно сейчас купить эту монету на PancakeSwap. Заметьте, что на официальном сайте нету никаких продаж, нету никаких обещаний про листинг, а на мошенническом сайте уже можно купить эту ерунду. Да причем, если посмотреть, эта монета очень даже хорошо выросла в цене, но потому что ребята ее все покупают. Естественно, она растет в цене, но продать ее нельзя. Это деньги на ветер, будьте аккуратны, сейчас очень много скама вокруг этого проекта. И если вы не хотите потерять свои деньги, отдав их на ветер, то, пожалуйста, игнорируйте такие сайты, которые очень похожи на настоящие. Здесь заявлены спонсоры, у них прям бла-бла-бла, как много всего. И Amazon, и Tesla, и Binance Launchpad, чего только нету. Да еще и токен так растет, просто что-то невероятное. Ребят, это скам, закрываем эту чушь и давайте познакомимся с нормальным полноценным проектом под названием Itium. Значит, смотрите, все это будет работать на Web3 со своей платформой для метавселенной. Именно через метавселенную они планируют массовое распространение проекта, а именно через игровую индустрию, потому что, по их мнению, сейчас очень много привлекает внимание пользователей именно такие проекты, где можно играть и зарабатывать, например, Axie Infinity, Sandbox и так далее. В общем, просто так метавселенная особо еще не интересна пользователям, но вот если там можно играючи зарабатывать, то это уже меняет дело. Давайте переведем на русский язык, чтобы было немножко понятнее. И что мы здесь видим? Itium — это первая в мире децентрализованная кросс-чейн платформа для обмена данными, как я это сказал в начале видеоролика. Значит, здесь, ребята, можно будет создавать приложения Web 2, которые будут генерировать структурированные и ценные личные данные. Эти данные можно будет легко переносить в Web 3 с помощью нашего набора инструментов. Ну, какой-то, видимо, будет набор, который также будет позволять взять на себя ответственность за свои данные и торговать ими, используя их платформу. И точно так же, если вы заинтересованы в чьих-либо данных, ну, например, вы корпорация, маркетинговый брокер, вы можете найти и получить доступ к ценным данным, идеям через вот эти вот рынки первичных, вторичных данных. Здесь обещается, что будут такие инструменты для сбора и анализа данных, создавайте настраиваемые приложения на основе персональных личных данных. Также децентрализованный обмен этими данными и одноранговая прямая торговля. Здесь можно будет сделать идентификатор NFMe. Да, ребята, не NFT, а NFMe. Это будет собственный аватар в метавселенной, который существует как Soulbound NFT, поддерживаемый вашими личными данными. То есть это будет уже что-то, что будет не просто уникальным, но и действительно ценным. Не просто как какая-то там игрушка, картинка в какой-то метавселенной, а как то, на чем могут зарабатывать третьи лица, а именно те, кто хотят продавать рекламу на основе наших личных данных. Также можно будет сделать данные NFT. Выпускайте выбранные наборы персональных данных в виде NFT и торгуйте ими на вторичных рынках. Значит, NFT и NFMe это немножко разные вещи. Я думаю, что мы это по ходу презентации разберемся, что к чему. Итак, здесь также есть протокол Greenroom. Это уровень совместимости данных метавселенной, который позволяет использовать аватары и геймплей кросс метавселенной. В общем, я так понимаю, что здесь можно будет сделать аватар на основе себя, и он будет полностью отображать вашу личность. Теперь есть какая-то еще коалиция данных DAO. Присоединяйтесь к этим DAO и продавайте свои данные оптом или делайте ставки и фермы с помощью DAO и зарабатывайте. В общем, можно будет торговать на своих личных данных сплошь и рядом. Хотите эти данные продавайте, хотите другие, хотите оптом, хотите этой компании, хотите другой. И в отличие от того мошеннического сайта, здесь уже спонсоров намного меньше, они действительно, наверное, являются настоящими, в отличие от тех, которые были перечислены там, всякие Tesla, Binance и пошло-поехало.
правила. Все они кликабельные, вот если навести мышку, можно перейти на какой-либо сайт данного проекта. Так что если вам это интересно, то изучайте потом сами. А здесь мы также можем видеть, что это первый проект, поддерживаемый Euran Dubai Incubator компании Morningstar Ventures. Идем дальше, что мы здесь видим. Значит, анализ данных игровых гильдий, можно будет играть, зарабатывать и тем самым еще и свои данные как-то предоставлять. Ну, либо просто накапливать, а потом их выставлять на продажу. Также можно будет свои данные о здоровье продавать. Мы здесь видим, что будет приложение «Красное сердце» для здоровья сердечно-сосудистой системы. Всякие разные компании, которые разрабатывают лекарства, фармацевтику, вероятно, будут заинтересованы в этих всех данных, и это можно будет действительно продать, а значит еще и заработать. Также тут еще какое-то приложение для здоровья сотрудников OkPulse, но я не знаю, если честно, что это. Ну, здесь, в принципе, новости. Давайте лучше посмотрим на сообщество. Сообщество у меня, кстати, уже открыто. Вот, например, Twitter. 55,5 тысяч читателей. Что мы здесь можем видеть? В принципе, нормальный, живой, обычный Twitter, который развивается, публикуется здесь что-то каждый день. Вот, кстати, как дела обстоят с токеномикой. Всего будет предложение 1 миллиард монет, и таким вот образом оно будет распределяться. Можете поставить на паузу, посмотреть, изучить, и в том числе, пожалуйста, вот вам еще и диаграмма. Если так будет понятнее и нагляднее. Вот, собственно, дорожная карта проекта. Сейчас мы находимся на той стадии, когда прошел IDO. И именно по этой причине сейчас ни на каких PancakeSwap'ах, ни на каких биржах этой монеты быть не может. Все, что можно купить, это, естественно, мошеннические монеты. Еще раз говорю, не дайте себя обмануть. Лучше дождитесь полноценного листинга или информации о том, как можно купить эту монету на официальных источниках. Ну а если смотреть в дорожную карту, то здесь пока вообще ничего не говорится про это дело, так что я думаю, что с этим придется подождать. Итак, давайте изучим проект подетальнее. Что у нас здесь есть? Сейчас интересные моменты посмотрим, пробежимся по ним. И, пожалуй, давайте начнем снова с того, что такое Itium. Сама компания хочет изменить эту нынешнюю токсичную модель сбора и обмена личными данными и уравнять правила игры, где коммерческое предприятие и вы, создатель данных, в равной степени выигрываете от торговли личными данными. Я считаю, что это действительно очень важно, поскольку никто не зарабатывает на том, что их данные где-то обрабатываются, продаются, и действительно это вообще как-то несправедливо. У самой компании есть три основных продукта. Первый — это набор инструментов для сбора и анализа данных. Это логично, потому что без сбора данных невозможно будет их продать. Вторая функция — это децентрализованный обмен этими самыми данными. Вот вам, пожалуйста, пример. Предположим, что какая-то компания сделала из функции номер 1 приложение для сбора данных. Предположим, что это фармацевтическая компания, которой важно знать состояние людей, здоровье и всякие такие вещи. Так вот, если вы используете такое приложение этой компании, занимающейся вопросами здоровья и хорошего самочувствия, вы получаете право собственности на свои данные, а затем обмениваете данные о здоровье и самочувствии, которые вы собираете в рамках своей подписки на это приложение. В общем, самое ключевое здесь, а затем обмениваете данные, то есть получаете с этого выгоду, зарабатывая тем самым деньги. Если речь идет о какой-то финансовой организации, вы также можете владеть своими данными и торговать ими по своему усмотрению на этой децентрализованной площадке. Сама площадка DataDex чрезвычайно мощная по заявлению разработчиков, и она позволяет нам обернуть наши личные данные как NFT, чтобы мы могли получать гонорары за любую перепродажу наших личных данных. Это говорит о том, что если ваши данные кто-то купил, то есть одноразово вы получили за это деньги, а потом эти данные пошли гулять и перепродаваться как NFT, то вы все равно, как владелец NFT, будете получать часть гонорара, что является справедливым и дает возможность зарабатывать до бесконечности за счет тех компаний, которые работают, отталкиваясь от наших личных данных. И третья функция — это метавселенная данных. Данный набор потребительских продуктов, ориентированных на метавселенную, игры и NFT, которые привлекают массы с целью обеспечить массовое внедрение. Именно через игры они хотят добиться масштабного распространения, потому что в Web3 они заметили, что вирусное внедрение наиболее распространено в игровой индустрии, где есть большие группы людей из разных социально-экономических и демографических слоев, которые с готовностью желают участвовать в новых игровых платформах и внедрять новые технологии. Свидетельством этого является рост числа игр, основанных на принципе «играй, чтобы заработать», таких как Axie Infinity и игр с метавселенными, таких, например, как Sandbox. И вот мы добрались до NFMe, ключевые продукты, которые формируют их экосистему дата метавселенной. Что такое NFMe ID? Ну, прежде всего, это не взаимозаменяемый, как и NFT, продукт, который просто будет называться Me ID.
О каждом человеке на Земле можно думать как о невзаимозаменяемом человеке. И ведь действительно каждый человек уникальный. И поскольку у нас есть личные данные, которые уникальны для каждого из нас, например, наша ДНК или отпечатки пальцев, которые не являются взаимозаменяемыми, NFMe ID — это цифровая идентификация аватара, которая создана на основе динамической технологии NFT. И, разумеется, подкрепленная реальными личными данными, поэтому это будет что-то мощным. Каждый в этом мире может создавать NFMe ID, и они смогут свободно продаваться. В этом и суть проекта, ребята. И вот она, пожалуй, разница между NFT. Хост NFMe ID может взять подмножество своих базовых данных и преобразовать их в отдельные дата NFT. Эти данные NFT связаны с базовым идентификатором NFMe, но могут независимо продаваться на нашем собственном рынке или же на вторичных, например, OpenSea. И поскольку личные данные гораздо более ценны при оптовой торговле, имеет смысл присоединиться к DAO Data Coalition и сгруппировать ваши личные данные в большой набор данных. Не знаю, ребята, кому это будет интересно, кому нет, но вот такая вот тема назревает, что наши личные данные теперь смогут приносить нам деньги. Но если вы не хотите продавать свои данные оптом, то, пожалуйста, DataDex также позволяет нам торговать любыми произвольными данными, используя тот же процесс упрощения в цепочке. Это позволяет любому, у кого есть криптовалютный кошелек, загружать наборы данных и торговать ими через DataDex. На DataDex можно будет торговать как пакетами данных, так и торговлей данными NFT. То есть какими-то отдельными вашими интересами или показателями, например, здоровья. В общем, все это выглядит очень даже интересно. Вот вы, например, продаете свою NFT-шку, кто-то ее покупает, а потом перепродает. Но NFT-шка же не взаимозаменяемая. А значит, вы будете получать доход и от первого человека, который ее купил, и от второго, независимо от того, что они с этим сделали. Ребята, на самом деле здесь очень много текста, не хочу читать эту газету целый час. Давайте я вам лучше оставлю ссылку в описании под видеороликом, и вы, если вам это интересно, зайдете все это и изучите более детально. Основную мысль я до вас донес, то что можно будет продавать свои личные данные и наконец-таки зарабатывать на этом деньги, в отличие от тех соцсетей, которые нам за это не платят. Надеюсь, что это видео было для вас интересным, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, и будете ли продавать свои личные данные, если за них будут хорошо платить. Также подписывайтесь на телеграм-канал, здесь нас уже почти 5000, кстати, помогите преодолеть этот барьер, сделайте как можно быстрее красивую цифру на канале. Здесь я публикую очень много того, чего не появляется на YouTube канале, а значит, многие здесь получают информацию раньше и больше, чем те, кто просто подписан на YouTube канал. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.